Всем привет! Мы собрали самые интересные вопросы из наших соцсетей и будем сегодня на них отвечать. Вы подписывайтесь на канал и также спрашивайте вопросы какие-нибудь в комментариях, если вам что-то интересно. Возможно, в следующем ролике ответим. Когда кикнут Лукаво? И какой от него толк? Лукаву мы кикаем через 2 года, а пока он будет нас терпеть. И мы его. Вопрос Пюрейхи и Торонто. Каких героев любите больше всего на своих новых позициях? Я люблю... Инвокера? Да я всех люблю, мне все нравятся. И иногда каждый день, там, один день мне нравится там, на аппарате сыграть я хочу, на один день я хочу на Фениксе, другой на Миране, третий на Андайне, неважно. Мне пофиг. Каких-то прям постоянно любимых нету? У меня, наверное, самый любимый мой герой на оффлейне — это Магнус. Но его сейчас порезали чуть-чуть, сейчас опять бафнули. Так что да, мой любимый герой — это Магнус, потом идет, скорее всего, Кентавр и Дазл. Скорее всего, эти 3 героя. Кирилл Андреев. Что вы делаете, если не можете прийти к общему решению? Ну, если мы не можем прийти к общему решению, то мы к нему не приходим. Паша Торетто. Приходили ли идеи Nightfall играть на нестандартном керри во время пиков и как на это реагировали другие парни? Это к кому вопрос? Да не знаю. Я тоже. Ну, на нестандартных героях. Ну, если честно, прям в последнее время на прям супер нестандартных героях не было вайба играть. Поэтому не особо. Дмитрий Шугаев. Вопрос всем. В какой период времени вам было сложнее всего продвинуться дальше по росту скиллов в доте? В какой момент вы поняли, что достигли максимума в своем скилле? Ну, Ни в какой. Виталий, Я не знаю ни в какой, если честно. Когда у меня уже было 5 КПТС, я знал, что я уже стану проигроком. Ну, когда было тяжелее всего? Никогда. Получается. А у тебя? Могу я ответить? Давай, да. Ну, у меня это было, когда у меня было 5 КПТС, я пересел с керри на мид. Тогда у меня не прям получалось, но со временем все решилось. И вот игра в команде Бэтбум. Я тоже рандомно был момент, когда было где-то 4900, 5000 ММР, и там не прям получалось выбраться там много месяцев, но в какой-то момент произошел, так сказать, толчок, и я выбрался. И уже с того момента стабильно как-то поднимал рейтинг. Как Егор дошел до того, что перестал билдить свина через блинк и после БКБ покупает кирасу, Сильвер? Это любимый билд Анатолия Иванова, в скобочках Булка. Как я пришел к этому билду? Да, просто играл много пабликов на Свене и понял, что это максимальный билд на максимальный кор-потенциал. Ну и с таким билдом ты любой кор-матчап, грубо говоря, выигрываешь. Сергей Скворцов. Пикнуть героев для полного тимплея или каждому взять по сигнатурке разваливать так? А что такое полный тимплей? Наш ответ — это пикнуть Виталия одного из 4 героев. Это наш ответ. Наш ответ — это пикнуть Виталия Течиса или Котла. И тимплей устроить жесткий с ним. И уже под это мы как-нибудь подстроимся. Не, наш ответ — это играть на Свене без дайгера. Каждую игру. По скрипту. Иван Дисмилейт. Сейф. А чё ты не поставил волнистую нику после ника, как у Пьюра и ГПК, а-тире? Ну, потому что я поставил как у Миракла. Миракла тоже такая стояла, нет? Нет, у Миракла обычные тире, как у меня. Реально? Точнее, не как у меня, а у меня как у Миракла. А Миракла чуть накруче, чем Пьюра или ГПК. Паша Торетто. Судя по телеграмму ГПК, они с Сейвом набрали неплохую массу. Вопрос, как делать с физическими тренировками у других ребят и когда ждать такие же классные кружочки. 52. Я бы хотел еще Виталию встречный вопрос задать, как он такую массу набрал. Я просто занимаюсь на турнике, на буткемпе Бэтбум каждый день. И протеин ест. Протеин. С утра перед сном. Протеин на 3-м этаже у нас хранится в комнате Александра. Да, на самом деле мы стараемся поспевать за Виталием и Данилом Скутиным. Так что мы тоже
Занимаемся спортом ежедневно, кушаем плотно, набираем Что калорий, вообще есть? массу и кушаем протеин, конечно же. Не, а именно из продуктов, что в последние дни ел. Пельмени 4 раза за последние 2 дня. И как? Вкусные? Нет. Дмитрий Илтышев Кит. Егор, представь, что в официалке на пике героя мискликаешь и берешь сапа. Твои действия. У нас было такое, что тренер мискликнул героя, но если я мискликну, возьму сапа, выбор у меня не особо есть. Придется, играть. Паша Торетто. Что делать, если в паблике ты играешь на керри, а твоя команда пикнули самых жадных героев и фарма нигде не найти? Как объяснить тиммейтам, что тебе бабки нужнее, и что говорить, когда тебя гнобят в конце игры за малый нетварс? Говорить тиммейтам ничего не надо, но если говорить про любой рейтинг на керри, ты практически любую игру... Если ты хорошо играешь на керри, то у тебя будет очень высокий винрейт на почти любом рейтинге. И можешь ничего не говорить тиммейтам и никак не оправдываться, просто сфокусироваться на своей игре. Там, если надо, замутить и просто пытаться сделать свой максимум. Иван Филатов. Торонто. Играть только на чение год или всю жизнь без риса с курицей? Выберу играть на чейне год. Если бы вы были запахом, то каким? Запахом клубнички. Можно следующий? Самый любимый предмет в доте у Сейва. Глиммер кейп. Вейлоу Дискорд. Вейлоу Дискорд. Лотос. Мидас. На Феникса. Лотос на Даркилу. Пассивная агрессия витает в воздухе, но все мы знаем, что это Глиммер кейп. Виталий Мельник — это, равно Глиммер кейп. А Данек это амулет. Шаду. Я делаю из ДНК. Когда сейф вернет в пул легендарного Леончика? Банек тоже спрашивает у тебя вопрос. Виталий Мельник пытался вернуть его, но Не прям Не задалось. успешно было, не задалась катка. поэтому никогда. Данек, сколько будет 50 плюс 2? 52. Никита Каратеев. Кого знаешь, с кем гоняешь? Татухи, фирмы, выезда. Каратеева? Это Даньку вопрос. Какой вопрос? Кого знаешь, с кем С кем гоняешь? Какой фирмы номера? Давай с первого. Кого знаешь? А суть вообще в чем? Неважно. Пьюра знаю. С кем гоняешь? Сейвом. Будут ли фишки от ГПК по набору порядочности? У меня 12 тысяч порядочности. Ну а фишки будут? Фишки, не надо ругаться. И, короче, если чел ругается, просто репорт ему кидайте и команду свою просите. Я вот попался с 2 тиммейтами недавно. Из-за репорту. С Саней и с Ваньком. Я думаю, те 12к, чел. 12к. ММР? Порядочность. фишки по набору массы будут? Если что, у нас в команде собрались самые порядочные люди, чтобы все понимали. Тут как бы 12к, 12к, 12к. Очевидно, 12к. 9к. Не У меня 11 700. Играете матчапы Егор плюс Саня против Ванька плюс Виталий? Кто чаще побеждает? Обычно не играем, потому что одна из сторон обычно в тильте после луза. Но это обычно они. Если бы вы оказались на необитаемом острове, с целью выжить и не свихнуться, кого бы из медиасферы доты взяли бы с собой? Любого можно, все подходят. Каждый Я бы взял просто Саню Никса. идеален. Я бы взял Романа Кушнарева с собой. Саша, ты был уже в Токио, когда в Торонто. Может быть, в следующем году. Может быть, нет. Посмотрим по настроению. Ванек, когда OnlyFans? Так как-то не задумывался над данным вопросом. Как бы эксклюзивный контент есть и в моем телеграм-канале. Когда деньги закончатся, тогда и будет OnlyFans, что могу сказать. Почему у Булка такая маленькая кружка для чая? Потому что он любит очень сильно чай. Медейки с вами стало в разы больше. Можете ли вы сказать, что теперь вам по кайфу делать контент? Нет, Да. 52. Что нужно сказать, чтобы у Лукаши начало бомбить? Вызови мне такси. Интернет бэтбум. Это рофл про Wi-Fi на буткемпе бэтбум. Что он лагает всегда.
Опишите Омыча одним словом. Одним словом? Сутенер. Это обидно было бы. Он поймет. Легенда. Виталий, зачем ты мое слово забрал? Ладно, завязка. Давай будет пиво. Рубитесь ли вы в доту КС или фифу с КС составом Bitboom Team? Да, если честно, еще не успели познакомиться с КС-составом. Возможно, в будущем. КС-2. Почему играли с инвокером пятеркой? ТТ соскучился по миду. Да. Исчерпывающий ответ. Виталий из Молдовы. Вы знали, что чайник долго не остывает и чайник долго остывает? Это одно и то же. Да, можешь ответить на вопрос? Ну да, знал. Всем спасибо. Авторы 3 самых крутых вопросов получат призы, мы их выберем. Подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы не пропускать новые видео.